Кто прав? Литературный портал «Восток-Запад». Эрик наконец купил билет в Орландо. Выйдя с работы, он решил пройтись по Мэдисон-авеню. День был холодный и ветреный. Народу было меньше, чем обычно. Ковид больно ударил по городу. Многие магазины и фирмы закрылись. Амазон тоже поспособствовал, подумал Эрик. Гораздо удобнее получать покупку дома и бесконечно возвращать. Какой бизнес? И какое развлечение для населения? А ему так и не удалось открыть свое дело. То ли фантазии не хватило, то ли сил. Мысленно он вернулся в университет. Он был лучшим студентом. Сколько времени было отдано учебе, а надо ли было, своему сыну он вряд ли это посоветует. Хотя ему решать. Вот, Сэм был его близким другом по университету и по классике жанра, полной противоположностью. Он себя особо не утруждал, гулял, курил травку, пропускал занятия. Благодаря поддержке Эрика, проучился год, а затем провалил очередную сессию и бороться за восстановление не стал. Решил вернуться в свою Флориду. Эрик его отговаривал, но на этот раз Сэм проявил настойчивость. «Это нью-йоркская гонка не по мне», — сказал он просто. Связь они не теряли. Сэм наведывался в Нью-Йорк раз в год, расстраивал всю расписанную до мелочей жизнь Эрика, но тому нравился этот кратковременный хаос. Хорошо, что Сэм приезжал лишь на неделю, больше бы Эрик и тем более его подружка не выдержали бы. Кет считала Сэма просто идиотом, которого можно для разнообразия недельку потерпеть, но не более. И вот, наконец-то, он едет к Сэму, а не наоборот. Как-то так получилось, что за все эти годы ему не удалось ни разу вырваться во Флориду. Кратковременный отпуск он проводил с Кет, а ее ведь не повезешь к Сэму. На этот раз она сама предложила: «Поезжай один, отдохни». Да, отдых ему явно нужен. Работа в корпорации изматывает, и деньги уже не так возбуждают. Он многого добился, его группа одна из самых успешных. Но в последнее время это особо не радовало. Казавшиеся бессмысленными вопросы «к чему» и «зачем» теперь все чаще его навещают. Раньше формула была проще: карьера, деньги, семья. Теперь все усложнилось, и ему захотелось к Сэму пообщаться с другой формулой и увидеть, как там. Сэм встретил его в аэропорту. «Дружище, наконец. Моя хибара давно тебя ждет». Он широко улыбнулся, загорелый, веселый. Явно себя не утруждает лишними вопросами. С завистью подумал Эрик и тут же удивился, что он завидует Сэму. Оказывается, и такое возможно. «Ну что такой кислый, проблемы на работе?» — спросил Сэм. «Пока нет, но будут, если я буду продолжать в том же духе», — как-то непривычно для себя ответил Эрик. «Да, плохие дела, раз мой друг решился этим поделиться. Хотя с моей точки зрения, потерять работу, как у тебя, не так уж и плохо», — развеселился Сэм. «Вот, за этим я и приехал», — подумал Эрик, но вслух ничего не сказал. Они доехали до хибары Сэма. Это был небольшой плавающий дом. «Здесь главное наблюдать восход и закат», — мечтательно сказал Сэм. «Увидишь, как красиво. Я всегда стараюсь поймать этот волшебный момент». Вечером они уселись в кресло-качалки. Закат действительно был очень красивый. Оба молчали, не хотелось нарушать эту гармонию. Эрик почувствовал спокойствие. Как давно его не посещало это состояние. «Спать ляжем рано, чтобы не пропустить восход». «Но мне хочется выспаться», — слабо запротестовал Эрик. «Выспишься днем, пока я буду на работе». «Ты работаешь?» «Да так. Не сильно потею, люблю сезонные работы. Поработал, отдохнул, поразмышлял, потом снова работаю. И еще у меня маленькая туристическая фирма, где я гид. Доход малюсенький, но интересно.
К сожалению, игнорировать деньги невозможно. Так построен этот мир. Как сказал Руссо, деньги – это орудие свободы, когда их имеешь, и орудие рабства, когда за ними гонишься. Кто этот Руссо? Эх, отличник, не знаешь Жан-Жака Руссо и чему вас в университете учат? Весело засмеялся Сэм. Ночью Эрик не мог уснуть. Надо бы почитать этого Руссо, мысль интересная. Я ведь действительно стал рабом, а разве раб может быть счастлив? Даже Сэм смог открыть бизнес, а я нет. Эрик грустно улыбнулся и на этой ноте уснул. Сэм еле его добудился на рассвете. «Вставай, это нельзя пропустить». «Нельзя было в другой день», — огрызнулся Эрик. «Нет, у тебя и так мало дней». Восход был изумительный, солнце поднималось за океаном, небо медленно окрашивалось всеми оттенками, розово-оранжевого и переливалось в воде. Эрик забыл себя, погрузившись в эту красоту. Он бессознательно улыбался. Днем ему все-таки удалось поспать. Но его опять разбудил Сэм. «Старик, уже почти вечер, вставай, что ночью будешь делать?» «Смотреть на звезды». Сэм расхохотался. «Ну отличник, схватываешь на лету. Так пойдет, вернешься новеньким в свой Нью-Йорк и плакали деньжата твоего психоаналитика». «А ты откуда знаешь?» – удивился Эрик. «Что по тебе не вижу, что ли переработался, получаешь хорошие бабки, небось большой кредит на дом, страхи, список продолжать?» «Не надо», – грустно сказал Эрик. «Прости, друг», – Сэм понял, что сделал больно. «Ничего, закат освежит его мозги», – успокоил он себя. «Но что со мной? Неужели я радуюсь, что Эрик обращается за помощью ко мне? Черт, моя философия дает сбой». «Ничего, закат и меня вылечит», – подумал Сэм. «Почему ты оставил университет? Я никогда не спрашивал, это твое личное, так что можешь не отвечать. И все-таки...» «Я был просто бездельником, философия пришла позже, хотя, может, я интуитивно чувствовал, что мне нужно. Поражение не так плохо, оно спасает от греха гордыни. Не думаю, что это было поражение, скорее жизненный опыт». «А он прав», — подумал Эрик, — «разве я что-то выиграл, кроме кредита на дом, размеры которого бессмысленны, какие-то знания, хотя искусственный интеллект, наверное, делает почти то же, но быстрее и дешевле, и еще страхи. Вот результат долгих занятий и бессонных ночей. Да, еще радость родителей, что их сын один из лучших студентов. Но теперь, видя его усталость, они вряд ли радуются. Интересно, сможет он все бросить и остаться с Сэмом, находить временную работу и радоваться жизни? Наверное, нет, но время от времени приезжать сюда будет полезно. Сэм, будто почувствовав мысли друга, сказал: «Я бы не смог, как ты, и все-таки во мне просыпается какая-то зависть к твоей стабильности. Ты можешь жениться, иметь детей, а я, и вообще это другой жизненный опыт. Сэм, прости, если мой вид портит твою беззаботную жизнь». «Да нет, дружище, каждый из нас сделал свой выбор. Вряд ли мы сможем поменяться местами, но уроками можем обменяться, и каждый платит сполна», — с сарказмом сказал Сэм. «Как ты тоже что-то платишь?» «Чуть-чуть, а вдруг не найду работу, ведь ее надо искать почти дважды в год. А вдруг не найду женщину, которая захочет жить, как я?» «Но я плачу больше», — уже весело ответил Эрик. «А вдруг сорвусь, а вдруг депрессия, а вдруг сократят? Ну что, серьезнее, ты заставил меня задуматься». «И ты меня тоже. Черт, впервые подумал, а может, я просто идиот, как считает твоя подруга. Не возражай, я знаю. Но это непонятно, кто из нас идиот. В последнее время я считаю, что я. И, видимо, она тоже, раз послала меня сюда.
Оба весело рассмеялись. И все-таки, кто из нас прав? Сэм подмигнул. Никто. Природа и смех, где бы это ни было. Понял, рассмеялся в ответ Эрик. Я буду смотреть на восход по утрам и радоваться успехам своей группы днем. Не забудь закат вечером. А я буду больше работать, а то фирма скоро закроется. Да, ладно, хватит размышлять, мы оба идиоты, так что давай веселиться.